Американская система общественного телевидения была создана значительно позднее, чем в Европе. Просветительские и образовательные передачи появились на американском ТВ сразу с появлением телевидения еще в 1930-х годах, но первая некоммерческая образовательная телестанция была создана в Хьюстоне только в 1953. При этом еще в начале 1950-х годов были зарезервированы частоты для целей образования и просвещения. В Америке всегда понимали, что кроме прагматической задачи зарабатывания денег, существуют и некоммерческие задачи, которые надо решать, но которые требуют денег. Именно поэтому при выдаче лицензии на частоты, как правило, потенциальному вещателю оговаривается необходимость решать ту или иную общественно значимую проблему. И естественным продолжением этого положения стало возникновение вещания, которое решало бы подобные задачи. В 1952 году Федеральная комиссия по связи выдала 242 лицензии на общественное телевещание. В том же году на деньги фонда Форда была создана служба для обмена образовательными программами между общественными телестанциями Educational Television and Radio Center. В 1963 году компания была переименована в NAT – National Educational Television Network. С этого времени NAT активно создавала не только образовательные программы, но и актуальные политические передачи и документальные фильмы на темы расизма и бедности. Но в 1966 году фонд Форда заявил, что вскоре прекратит финансирование NAT и предложил правительству взять финансирование на себя. Общественные телестанции учреждались властями штатов, университетами, местными общинами, но вплоть до конца 1960-х этот вид телевидения был развит весьма слабо, главным образом из-за дефицита финансирования, поскольку вещание осуществлялось в значительной мере из средств, пожертвованных частными лицами, благотворительными фондами и корпорациями. В 1960-х в общественной жизни США происходили масштабные изменения: борьба чернокожих меньшинств против сегрегации, студенческие движения против войны во Вьетнаме, новые рубежи Кеннеди. В то время, когда президентом был Линдон Джонсон, и во многом благодаря его поддержке в 1967 году был принят закон об общественном вещании в США Public Broadcasting Act, объемный и подробный документ, прописывающий многие подробности деятельности общественного вещания. Но главное – это цели и особенности. Цели – это удовлетворение потребностей радиослушателей и телезрителей в целом ряде программ, таких как образовательные, просветительские, программы для глухих с сурдопереводом, программы для инвалидов, программы со специальным звуковым сопровождением для слепых и так далее. Используя опыт и инфраструктуру NAT, была создана PBS – Public Broadcasting Service, объединяющая в сеть множество общественных вещателей. В законе оговорено особо, что PBS принципиально неприбыльная, то есть некоммерческая и деполитизированная вещательная корпорация. Отличие PBS от NAT заключалось в том, что NAT самостоятельно производил программы и предлагал их станциям. В PBS же нет единой производственной структуры. Все программы производятся телестанциями, членами сети PBS. К 2010 году в составе PBS было уже 354 станции. PBS – это сеть, которая находится в собственности местных станций. Она ими создана. Сначала появились эти местные станции. И по всей стране города и штаты определяли, что есть смысл создать организационную сеть, чтобы они обменивались своими программами и услугами. Большой вклад в объединение образовательных станций по всей стране внесла «Улица Сезам», созданная независимой организацией Children's Television Workshop. Она с самого создания стимулировала сотрудничество между исследователями социальных наук и профессионалами в сфере развлечений. «Улицу Сезам» создавали как эксперимент, чтобы показать, что телевидение можно использовать как средство для доступного дошкольного образования и инструмент для борьбы с бедностью и расизмом. В конце 1960-х 97% всех американских семей имели телевизор, а дети дошкольного возраста проводили у экранов в среднем 15 часов в неделю. С самого начала «Улица Сезам» замышлялась как программа для детей и взрослых. Идея состояла в том, что одним из самых больших препятствий в учебе для детей, особенно из малообеспеченных семей, было то, что их родители не поддерживали их и не участвовали в их образовании. Создатели «Улицы Сезам» хотели, чтобы вместе с детьми передачу смотрели их родители. Вот почему программа загружена таким большим количеством взрослых элементов. Постоянные каламбуры, ссылки на поп-культуру, такие как театр Monster Peace или пародия на Самуэля Беккета в ожидании Элму. Предлагая дошкольное образование способом, одинаково знакомым всем расам и классам американских детей телевизионной эры, они надеялись, что «Улица Сезам» может функционировать как общенациональный экономически эффективный старт, предоставляя миллионам детей из городских районов и меньшинств навыки, которые помогут им добиться успеха в школе. Успехи в обучении помогли бы поколению избежать бедности, а общий опыт телевидения преодолеть культурные пробелы, которые порождали предрассудки.
Создатели «Улицы Сезам» назвали программу долгожданным решением проблем американцев по поводу качества и возможностей телевидения, а также вмешательством в общественную дискуссию, которая была сформирована речью Ньютона Миноу «Огромная пустошь» в 1961 году. I invite each of you to sit down in front of your own television set when your station goes on the air. Keep your eyes glued to that set until the station signs off. I can assure you that what you will observe is a vast wasteland. You will see a procession of game shows, formula comedies about totally unbelievable families, blood and thunder, mayhem, violence, sadism, murder, Western bad men, Western good men, private eyes, gangsters, more violence and cartoons. And endlessly commercials, many screaming, cajoling, and offending. And most of all, boredom. True, you'll see a few things you will enjoy, but they will be very, very few. And if you think I exaggerate, I only ask you to try it. Тем не менее, по словам исследователя Children's Television Workshop Барбары Ривз, чтобы воплотить идею в жизнь, независимо от того, насколько эффективным будет шоу в обучении ребенка, оно должно сначала достичь его. И была велика вероятность того, что «Улица Сезам» не достигнет своей целевой аудитории, потому что в 1969 году образовательные телевизионные станции не сформировали взаимосвязанную национальную сеть. В то время многие станции образовательного телевидения вещали на УВЧ, это использование сверхвысокой частоты радио для наземного вещания, которое было труднее принимать. А целевая аудитория «Улицы Сезам», малоимущие семьи городских меньшинств, не могли настроиться на эти станции, поскольку телевизоры более старой модели просто не имели такой возможности. Для собственного же выживания и успеха «Улица Сезам» должна была объединить национальные общественные телестанции, насколько это возможно. Еще одним препятствием была проблема имиджа. Американцы воспринимали образовательные телепрограммы как материалы для использования на уроках. Часто такие телепрограммы были малобюджетными и утомительными. Не было конкуренции за стимулирующие взгляды и звуки, как в коммерческих шоу. Поэтому люди обычно не настраивались на эти каналы. Было ясно, что для того, чтобы «Улица Сезам» могла достичь своей целевой аудитории, потребуются согласованные рекламные усилия. Основатель Children's Television Workshop Джоан Ганс Куни понимал необходимость рекламы. Изначально на нее выделили $1 200 000. Разработкой рекламной кампании занялся Роберт Хедж, который тогда взял отпуск на несколько лет у фирмы по связям с общественностью Carl Bayer & Associates в качестве директора по общественной информации для Корпуса мира и не хотел возвращаться к корпоративным делам. «Улица Сезам» предложила Хеджу возможность применить свои профессиональные навыки и опыт на пользу обществу. Открытое и щедрое использование «Улицы Сезам» государственного финансирования для рекламы удивило его. Одной из первых задач Хеджа было установить связь между аудиторией и программой. Он выпустил флаер, который объяснял, как настроиться на УВЧ и даже как настроить антенну, чтобы получить приличный сигнал. Также опыт работы Хеджа в журналистике, включая стажировки в Salt Lake Tribune в Союзе Сан-Диего, особенно хорошо подготовил его к тому, чтобы Children's Television Workshop быстрее начал пользоваться авторитетом в массовой прессе. Но аудитория городских меньшинств выходила за пределы досягаемости таких периодических изданий. Тогда в качестве посла в центральной части города афроамериканских кварталов была назначена основатель Нью-Йоркского отделения добровольческой организации 100 чернокожих женщин и организатор сообществ Америки Эвелин Пейн Дэвис. Она мобилизировала афроамериканскую прессу и активистов движения, которые боролись за права, для распространения информации в своих кварталах. Дэвис понимала, что афроамериканские общины, вероятно, более высоко организованы, чем любое другое сообщество, о котором только можно было подумать. Children's Television Workshop пользовались такой сплоченностью для продвижения «Улицы Сезам» и отправляли по общинам Нью-Йорка звуковые грузовики, оборудованные системой громкой связи с записанными сообщениями для публики. Волонтеры из Национальной ассоциации еврейских женщин и Национальной ассоциации чернокожих женщин занимались обслуживанием этих грузовиков и периодически останавливали их, просматривали ролики из программы и распространяли брошюры о том, как родители могут использовать «Улицу Сезам» как инструмент для обучения своих детей. Другая важная часть продвижения программы заключалась в согласованных усилиях, направленных на то, чтобы убедить станции транслировать «Улицу Сезам». Роберт Дэвидсон был продюсером канала WNDT, предшественника сегодняшнего WNAT, основной телевизионной станции, входящей в состав PBS для рынка Нью-Йорка, до присоединения в качестве исполнительного помощника Джоан Куни. Чтобы убедить менеджеров станции принять программу, Куни и Дэвидсон лично посетили станции образовательного телевидения по всей стране. Для станций, не связанных с сетью, трансляция шоу по всей стране включала в себя так называемые карусельные ленты от станции к станции для запуска в разные дни и время в каждом населенном пункте.
Улицу Сезам необходимо было транслировать в едином временном интервале. Образовательные телевизионные станции по всей стране должны были вести себя как сеть, по крайней мере в 9 часов утра в будние дни. Для того, чтобы получить слот в 9 утра, Куни и Дэвидсон объясняли местным учителям концепцию Улицы Сезам и то, как важно для них может быть дошкольное образование, поскольку оно сократило бы время, в течение которого учебные станции транслировали программы для использования в начальной школе. Первый год, если образовательная станция отказывалась транслировать Улицу Сезам в тот промежуток времени, Children's Television Workshop предлагала программу коммерческой станции при условии, что ни один рекламный ролик не будет транслироваться во время шоу. Джон Куни и Дэвидсон посетили 180 станций. Вскоре Дэвидсон сообщил, что они пришли к соглашению примерно с половиной станций, которые охватывали около 60% населения США, в основном в столичных районах. Финальным штрихом перед дебютом «Улицы Сезам» стало привлечение внимания национальных новостных агентств, чтобы создать достаточно предвкушения перед шоу и побудить зрителей ждать премьеры. Создатели «Улицы Сезам» изначально не в силах были договориться о достаточно описательном, но мощном названии. Children's Television Workshop превратил это в рекламную возможность. Тогда был выпущен ролик, задуманный как образец для показа представителям станции NAT, а также родителям и учителям. Эпизод построен вокруг заседания советов маппетов-руководителей, которые никак не могут выбрать название для шоу до самого конца, когда Кермит наконец предлагает улицу Сезам. Это отсылка к «Сезам, откройся» и тому, что действие передачи будет происходить в основном на улицах города. What was that? Sesame Street. You know, like Open Sesame? It kind of gives the idea of a street where neat stuff happens. Kermit, why, you're a genius! Mwah! Yuck. Sesame Street. I love it. The kids will love it. I can see it. Up there in lights, the Children's Television Workshop presents Sesame Street. Oh, that's a great title, Kermit. Активный пиар сработал, и бурное освещение в прессе взорвалось около 10 ноября 1969 года, в день премьеры. В дополнение к вниманию газет и журналов, ABC и CBS освещали улицу Сезам, а NBC, старейшая крупная вещательная сеть, показала полчаса превью программы во время прайм-тайм за 2 дня до дебюта. Сегмент назывался «This Way to Sesame Street» с Эрни и Бертом в их квартире. Шоу будет выходить в эфир каждый день в течение часа, а в некоторых местах оно будет повторяться 2 раза в день. 2 раза в день, Берт, говорит Эрни, показывая 2 нечетких оранжевых пальца. Dr. James E. Allen, Jr., United States Commissioner of Education. I'm told that television networks never preview programs scheduled by other networks. But NBC, with the help of Xerox, has done just that. And both deserve commendation for this advanced glimpse of Sesame Street, the new daily series for children, which will be seen on more than 170 educational television stations from Maine to American Samoa. Sesame Street represents both an historic step forward by the medium of TV and an equally significant innovation in mass education. In plain words, there never has been before a nationwide TV program designed especially to help prepare young children for school. Next week there will be, and I hope you will help your child find this exciting new way to learning by tuning to your local educational station each day at Sesame Street time. Для новой программы, которая выходила на малоизвестных каналах, освещение в средствах массовой информации помогло миллионам зрителей узнать, где и как они могли бы настроиться на эту новую захватывающую телепрограмму, что сделало возможным мгновенный успех «Улицы Сезам». В течение своего первого сезона шоу вышло в эфир на 16 коммерческих станциях, некоторые на рынках безобразовательных станций, и в других местах, где они не могли договориться с местными образовательными станциями. «Улица Сезам» вскоре достигла насыщения рынка благодаря своим усилиям по установлению связи с общественностью. Опрос аудитории, проведенный Children's Television Workshop в 1970 году, показал, что 90% семей с дошкольниками в районе Бедфорд-Стuyвесант в Нью-Йорке и 80% в центре Чикаго регулярно смотрят программу, и эти цифры увеличились в течение десятилетия.
Благодаря постоянному потоку пресс-релизов о знаменитостях, Хэтч обеспечивал улицу Сезам высоким авторитетом в коммерческих СМИ. Тем временем в Children's Television Workshop появился отдел по работе с населением, в котором работала сеть региональных координаторов и проводились тренинги, руководство по программам и план уроков, чтобы помочь родителям и волонтерам сообщества использовать улицу Сезам как инструмент для добавления в жизнь детей образовательного контента. Успех улицы Сезам позволил PBS взлететь, как первая успешная общенациональная общественная телевизионная программа для массовой аудитории. Для многих семей она послужила первым знакомством с некоммерческими программами и главной причиной, по которой они переключались на общественный канал. Это заставило лидеров общественного телевидения, сотрудников, зрителей и спонсоров начать думать о PBS как о поставщике детских программ, что дало ему определенную цель, которой Конгресс мог бы оправдать выделение денег. Некоммерческие и поддерживаемые обществом проекты часто не уверены в продвижении своих услуг, опасаясь деликатной линии, по которой им приходится проходить, чтобы информировать общественность о своем существовании, без намеков на коммерческую рекламу и государственную пропаганду. Хэтч, Куни и Дэвидсон были весьма успешны в этой задаче, что принесло свои плоды. Если бы Children's Television Workshop был бы сдержан в отношении рекламы, ни улица Сезам, ни общественное телевидение не начали бы свой путь так уверенно. Одним из наиболее важных наследий Children's Television Workshop стало то, что улица Сезам соединила людей и телевизионные станции таким образом, чтобы повысить авторитет и репутацию общественного вещания в критически важный момент для становления PBS как национального учреждения.